Приветствую, друзья! На сегодняшнем занятии у нас речь пойдет о формулах Google таблицах. На нем я подробно расскажу, какие именно формулы можно применять в Google таблицах, принципы расчета и какая механика в Google таблицах применяется для расчетов. Первое, что нам необходимо понимать, то что в Google таблицах используется математический принцип вычислений. То есть первое, что у нас выполняется, это скобки, далее выполняется степень, умножение, деление, сложение, вычитание. Первая задача, которую нам предстоит с вами сделать, это рассчитать наценку. Известно, что она 10%. В Google таблицах, да, у нас 10% это 0,1. То есть можно написать цена закупки умножить на 10%, да, программа поймет. И также можно написать вот таким образом 0,1. Да, это будет то же самое. Также здесь есть рекомендованный вариант автозаполнения. Достаточно просто нажать галочку, и он автоматически заполнится вниз. Стоимость у нас это наценка плюс цена закупки. Для ввода формулы первое, что мы делаем, это ставим равно. Далее, чтобы не прописывать вручную ячейки, да, можно их нажимать, писать знак, да, и соответственно нажимать на вторую ячейку, нажать ввод, да, и также у нас есть автоматическое заполнение. Отлично, переходим ко второй задаче. Вторая задача заключается в следующем. Нам необходима стоимость за единицу. Здесь нужно понимать, что если мы возьмем 5000 умножим на 2 и прибавим все остальные, да, в итоге сумма у нас будет неверная. Поэтому мы используем скобки. Мы берем 5000, умножаем на скобку первая фирма плюс второй отдел. И, соответственно, плюс третий, скобку закрываем, нажимаем Enter. Таким образом у нас получается верная формула. Да, соответственно, здесь аргумент неверный. Также у нас есть функция сумма, которая находится в правом верхнем углу. Функция сумма позволяет суммировать данные в диапазоне. То есть выбираем сумма, да, и выделяем диапазон ячеек, которые нам необходимо сложить. Отлично, у нас получается результат. То есть, если нам нужно изменить порядок действий математических, мы используем скобки. Да, таким образом у нас есть возможность сложить сначала ячейки в скобках, а потом умножить их на, соответственно, сумму. По тому же принципу можно было бы использовать функцию сумма. Да, то есть мы, если c11 умножаем на... Да, ответ также будет верный, потому что функция сумма у нас является приоритетом, да, перед обычной формулой. То есть сначала выполняется функция, затем выполняется формула. И это также нужно понимать. Вот, идем далее. Далее нам необходимо посчитать наценку. Если у нас в формуле есть абсолютная ячейка, то есть та ячейка, на которую мы умножаем все цифры, в данном случае это 20%, нам необходимо ее зафиксировать. Зафиксировать можно по строке, по столбцу или полностью по строке и по столбцу. В данном случае будет достаточно закрепления полностью. Да, и также можно здесь сделать по строке. То есть при протяжке вниз мы нажимаем на клавишу F4, получается дважды. Да, таким образом у нас каждая из этих ячеек будет умножена на 20%. Допустим, дальше, если нам необходимо посчитать наценку от цены закупки, мы умножаем данное число на 20% и зафиксируем ее по столбцу. Да, и для этого нам необходимо нажать трижды по клавише F4. Выбираем, протягиваем вправо и получаем результат. Соответственно, для того, чтобы посчитать наценку, цену для каждого процента, мы можем выделить ячейку, зафиксировать при протяжке вправо, мы помним, что это по столбцу. Соответственно, при протяжке вниз мы помним, что это по строке. То есть, соответственно, нам необходимо нажать F4 2 раза и F4 3 раза. Выделяем автозаполнение и также заполняем вправо. Таким образом, у нас каждая ячейка помножилась на свой процент и смещение не произошло. Еще раз давайте подведем итог простым языком. То есть, если сложно пока по строкам, по столбцам фиксировать, можно просто выделить ячейку, нажать F4 один раз, она будет полностью зафиксирована, да, в большинстве случаев этого будет достаточно. Вот. То есть, если у нас есть ячейка, на которую необходимо умножить все значения в столбце или строке, да, нам нужно ее фиксировать. Идем далее.
Дело в том, что даты – это число, мы также можем складывать его и вычитать. К примеру, если у нас планируемая дата отправки – это дата отправки плюс 20, мы можем написать B8 плюс 20 и протянуть вниз, тем самым получить формат даты. Формат даты в Google таблицах менее привычный, чем мы привыкли его видеть. То есть сначала идет месяц, затем идет число месяца и, соответственно, год. Это можно поправить через формат и выбрать числа, другие форматы даты и времени. И, соответственно, здесь выбрать, который нам подходит. Вот примерно такой. Да, такой нам формат уже более удобен. Также мы можем посчитать количество дней, это между датой отправки и датой получения. То есть мы из большего отнимаем меньшее. Да, получаем, что между датой отправки и датой получения у нас проходит 17, 15, 12 и так далее. И, соответственно, количество дней от даты отправки сегодня. То есть у нас есть сегодня, да, в зеленой ячейке. Мы ее фиксируем, можно полностью. И, соответственно, выбираем от даты отправки. Нажимаем «Вот» и получаем результат. То есть даты в Google таблицах воспринимаются как число, да, и с ними, в принципе, можно работать как с числами. И, соответственно, последняя задача – это нам необходимо сделать сцепку. Также есть формула сцепки, то есть мы можем выбрать, прописать ее. Это знак амперсанд. Далее у нас двойные кавычки, пробел, двойные кавычки. Опять знак амперсанд. Опять амперсанд, двойные кавычки, пробел, двойные кавычки. И в заключении, да, соответственно, фамилия. То есть за место функции сцепить можно использовать знак амперсанд, он также будет работать. Давайте еще пару слов скажем об открытых и закрытых диапазонах. То есть если мы используем функцию сумм, которую мы с вами прошли недавно, да, мы можем выделить начало диапазона и убрать последнюю цифру. Да, таким образом, что у нас диапазон будет начинаться с B2 и заканчиваться самой нижней ячейкой. То есть сколько бы мы строк не добавили вниз, да, он все равно будет складываться. Есть, соответственно, и минусы такого способа. Это если у нас несколько таблиц, находящихся внизу друг под другом, да, такой способ не подойдет. А если у вас, допустим, база, которая постепенно будет расти, да, можно использовать именно такой формат. И так же, как и в Excel, у нас есть формула массива. Формула массива у нас позволяет, да, перемножить значения или сложить их в одно действие. Вот, что, в принципе, очень удобно. Принцип такой же, да, если мы выбираем, допустим, первый столбец, плюс второй столбец, плюс третий столбец. И чтобы эта формула заработала, нам необходимо нажать Ctrl-Shift-Enter. Да, у нас появляется написанная формула array формула, что в переводе с английского обозначает формулу массива. Закрываем, да, и получаем массив, который нам вернула формулу. Вот, если бы мы просто без array формулы это написали, да, и, соответственно, у нас бы ничего не сработало. Вот, также можно array формулу дописать руками. Ничего страшного в этом не будет. В отличие от Excel, потому что если в Excel просто поставить фигурные кавычки, они работать также не будут. Спасибо большое вам за просмотр. Подписывайтесь на канал, впереди будет много интересных видео. Да, ставьте лайки. Всем пока!